Друзья, всем привет! Ну и вот наконец-то долгожданное видео с разоблачением Geely Coolray. Многие владельцы мне также пишут про этот автомобиль, что при покупке им уверяют менеджеры, что автомобиль оцинкованный, что уже все поменялось в новых партиях, что уже 100% оцинковка есть. Но сейчас мы попробуем с вами в этом убедиться. А поможет нам новый толщиномер Atari 700 Max, который способен определить оцинковку автомобиля. И, конечно, у него есть супер-мега-киллер фича. Он может при подключении с вашим телефоном отсканировать все части автомобиля, найти дефекты и отправить детальный отчет вашему заказчику. Поэтому, друзья, это лучший толщиномер на рынке для профессионального автоподбора. Все ссылочки будут в описании и в закрепленном комментарии на данный толщиномер. Гарантия на него 3 года. У толщиномера есть подсветка, и в темное время вы сможете всегда увидеть показания данного прибора. Оговорюсь, мой автомобиль обклеен полиуретановой пленкой в районе 150 микрон. А лакокрасочное покрытие моего автомобиля в целом до 100 микрон. Ну, самое максимальное, где я видел, это на багажнике 110 микрон. Поэтому самый плюс, то что этот прибор также может распознать даже в пленке оцинковку. Ну и, соответственно, здесь она отсутствует. Феррум — это просто металл, железо. Капот не оцинкован, как вы можете увидеть. Идем по стойкам, друзья. Стоечки-то у нас оцинкованные FZN, как вы можете также увидеть. Пластиковые части рейлингов спереди и сзади и алюминиевые рейлинги. Прибор показывает NFE, цветные металлы. Ну и как у многих азиатских автомобилей, проверяем крышу. 232 микрона, это в пленке 150 микрон. Можете вычесть и получить минимальный результат лакокрасочного покрытия данного автомобиля. И действительно, оцинковка отсутствует на крыше. Но смотрите прикол. Пробиваем мы крышу. Да, в принципе, по показаниям все замечательно. И часть спойлера имеет цинк. Вот это металлическое. Ну, соответственно, багажник. Эта часть у нас идет из пластика. Но я удивлен, что здесь китайцы решили не экономить. Это прям для меня поразительно. Идем дальше. Задние стойки. Заднее крыло имеет цинк. Двери с внешней части оцинкованы также. Открываем мы дверь. И теперь мы сейчас увидим китайские, как говорится, хитрости. Верхняя часть цинка не имеет. И совсем маленькая лакокрасочная местами. А нижняя часть после шва, вот он шов, имеет цинк, друзья. Как заявляет завод, точнее завод никак не заявляет, но по моим данным, автомобили компании Geely оцинкованы только внешней стороны. То есть внутри они оцинкованы частично. И вот как раз мы можем в этом здесь убедиться на вот этом пролете. Также с помощью этого толщиномера, если вы будете долго удерживать его на одном месте, сможете проверить качество сварного шва. Тоже замечательная киллер-фича. Ну и пробиваем дальше мы данную дверь. И часть, конечно же, цинка все-таки присутствует. Да. Пороги оцинкованы. Но, как вы можете увидеть, я все равно сделал дополнительно бронепленку. И действительно, она очень спасает от всех людей, которые ездят на заднем ряду. Самый интересный для меня момент — петли оцинкованы. Привет УАЗу. Да, петли оцинкованы, все хорошо. Стойка центральная также оцинкована. Но есть моменты, если мы смотрим торец у нас не оцинкованный. Соответственно, если вы, как вы любите открывать, ну точнее, как любят ваши пассажиры открывать обо что-то двери, здесь может все-таки образоваться ржавчина, если ее вовремя не устранить. Поэтому за этим моментом нужно следить, друзья. Далее смотрим. Передняя дверь также оцинкована. Все хорошо. Внутри цинк снизу есть, сверху также он отсутствует. Цинк есть. Наклеечки для безопасности, чтобы вас видели в темное время. Как вы можете увидеть, также я наклеил дополнительный уплотнитель
чтобы меньше скапливалось грязи. Ну и частично он, в принципе, помогает. Автомобиль не мыл по двум причинам: чтобы показать все эксплуатационные моменты, и второй момент, потому что просто банально до хрена сейчас из-за такой погоды просто людей на мойках. Ну и, конечно же, смотрим внутри переднее крыло. Также оно оцинковано, можно не переживать. Честно говоря, я не ожидал, что стойки будут оцинкованы в моем автомобиле. Я был уверен, что они не оцинкованы после просмотра нескольких ДТП с данными автомобилями. Но в целом я рад, что все-таки здесь частично все-таки есть оцинковка. Потому что когда я покупал данный автомобиль, мне дилер говорил, что оцинковка вообще отсутствует. Поэтому такой приятный бонус. И к этому месту у меня особое внимание. Еще одно из интересных мест, которое меня очень тревожит, это между крылом и дверью. Как вы видите, уже очень сильно пострадал сам этот уплотнитель, губка. И давайте мы здесь проверим. Во-первых, дверные петли оцинкованы. Ну и, конечно же, внутренняя часть самого крыла отсутствует оцинковка. По-хорошему надо сделать все это с разбором, но я настоятельно рекомендую, вообще рекомендую делать на китайцев, и именно на Geely Anti-Core, так как односторонняя оцинковка, внутренние части у нее не оцинкованы, как вы уже увидели в этом видео, хитрости китайцев. Ну и, конечно, учитывая, что это самое место, где больше всего обилие влаги, здесь дополнительно обрабатывайте внутренности крыла обязательно дополнительным слоем антикора. Ну и части двери, внутренние части двери также оцинковка местами есть, на торце уже она отсутствует. Ну и вот даже наглядно нижняя часть оцинковки нету, верхняя тоже нету. Верхняя часть оцинковка отсутствует. Идем ниже, оцинковка появляется. Чудо! На сварном шве пола у меня уже образовалась небольшая ржавчина. Дилеру я пока не заявлял. Друзья, напишите, может быть, кто-то уже заявлял дилеру. Ну да, оцинковки здесь нету. Также вы можете увидеть дополнительный виброшумоизоляционный материал, который идет с завода. В этой части цинк присутствует. Задняя часть автомобиля давайте также мы проверим на всякий случай. Оцинковка также присутствует на задней части панели. Ну и как вы можете видеть, у меня в автомобиле реально не такое хорошее лакокрасочное покрытие по плотности. В новых партиях все-таки я топлю за белорусскую партию, а автомобили покрашены намного более толстым слоем лака. Ну и, друзья, сейчас давайте мы с вами обратим внимание на китайскую хитрость в очередной раз. Вот вы видите заднюю крышку багажника. И смотрим. Цинк есть. Внизу тоже цинк есть. Чаще всего у владельцев Geely Coolray начинает цвести вот эта часть, так как тут просто брак покраски и на китайских автомобилях, произведенных в Китае, и в белорусских локальной сборки. Тут просто уже брак металла, и тут вспучивается краска. С этим только обращаться к дилеру, и то дилеры начинают себя вести непонятно. Здесь также у нас есть оцинковка. В Atlas Pro, насколько помню, это часть из пластика. Но достаточно посмотреть сбоку. Цинк у нас есть, вот до сюда. И теперь пробиваем ниже. И он отсутствует, друзья. Вот она, китайская хитрость. Про то, что я вам и говорил. То, что кузова оцинкованы детали оцинкованы не полностью. И, как вы все знаете, то, что очень много методов оцинковки есть у автопроизводителей. Как здесь заявляется, это металл внешней панели из оцинкованной стали и также оцинковка катафорезным грунтом. Ну, не знаю, насколько это практично, скорее всего, все-таки это не особо практично. И просматриваем внутреннюю часть крышки багажника, и также оцинковка отсутствует. Внутри, конечно, все-таки очень слабая часть.
и проем кузова багажника. Также оцинковка отсутствует. Давайте посмотрим вот эту часть. Вот, смотрите, наглядно. Цинк отсутствует, цинк присутствует. Практически одна плоскость, но, конечно же, китайцы и здесь решили сэкономить. А вот такое вот китайское чудо инженерии. Можно все-таки только так это объяснить. Итак, давайте посмотрим петли багажника. Оцинковки нету. Вот она, китайская хитрость тоже. Да, получается, петли дверные оцинкованы, а вот багажника нет. Печально. Печально. Багажное подполье Geely Coolray. Как мы видим, докатку. И давайте мы замерим вот эти все части. Металл, дополнительная вибро-шумоизоляция. И мы здесь сейчас с вами затестим. Оцинковка отсутствует в данном автомобиле. Ну и, конечно, проушины, я подозреваю, также не оцинкованы. Шкода Октавия А7. Крыша с оцинковкой. Внутренность багажника оцинковка. И, конечно же, самый интересный момент. Внутренняя часть крышки багажника тоже имеет оцинковку в двух плоскостях. И зона полноценной запаски и также имеет полностью оцинковку. И обратите внимание на замечательный подпол, которым могут позавидовать все владельцы Geely Coolray. Теперь я буду просматривать каждый китайский автомобиль, потому что с европейскими все понятно, да? Берешь Шкоду, там все уже оцинковано полностью, и крыша. Вот с Citroёn'ами интересно, я почему-то думал, что в Citroёне будет крыша тоже оцинкована, но нет, оказалось, что оцинковки в Citroёне Jumpy на крыше, она также отсутствует. Jumpy. Цинк показывает 120 микрон, стойки. Цинк есть, крыша без оцинковки, обычный металл. Еще один интересный момент. Поводок дворника Citroёne цветной металл, а эта часть уже используется с добавлением цинка. Ну и видите, то, что ничего, никакой ржавчины в этом месте нету. Ну и, друзья, конечно же, все зависит от сколов. Если скол не сильный, то и ржавчины не будет. Но все равно стоит любой автомобиль затягивать полиуретановой защитной пленкой. Итак, пример работы на Kia Optima. Капот оцинкованный, крыша обычный металл, двери также и задняя крышка багажника. Капот Kia Optima. Здесь небольшой скол. Цинк есть в этом месте. И где уже слой цинка сошел. Вот наглядно видно, как работает. Друзья, и конечно же, такой момент, как панорамная крыша. Я также обтянул ее дополнительно полиуретановой пленкой, чтобы она все-таки как-то могла пружинить. И она действительно спасла меня от двух сколов. У меня здесь прям два затяжных момента, где были видны сколы. Сейчас машина грязная, их не увидеть, но действительно пленка спасает. Тем более было два случая, когда просто прилетали камни и разбивали эту панорамную крышу. Поэтому пленку обязательно. Поэтому панорамную крышу желательно тоже оклеить бронепленкой. Это стоит недорого. И, конечно же, всегда есть скидка в Барс детейлинге. По промокоду Лелюхин скидка 10%. Также у меня есть на канале видео, как я ездил в Барс детейлинг и мне оклеивали мой автомобиль.
Друзья, и резюмируя про свой автомобиль, владельцам Geely Coolray я настоятельно рекомендую покрывать бронепленкой свой капот и часть хотя бы крыши. Это сейчас особо не так дорого, и все-таки это спасет вам лишнюю трату времени и, конечно же, средств, потому что даже каска иногда не покрывает сколы, и они готовы перекрасить капот. Ну, короче, лишний гемор, как по мне. И после перекраски не факт, что не появится дополнительная ржавчина, потому что качество ремонта, вы сами понимаете, проконтролировать очень сложно. Мало хороших специалистов, которые делают очень качественно. Ну и также я очень рекомендую бронировать бронепленкой фары. Как вы можете увидеть, они в идеальном состоянии. Пленка у меня не замутнела уже 2 года, даже больше, практически 3-й год сейчас будет. И я очень доволен что я забронировал сразу с покупки, потому что у многих все-таки пескоструются фары, особенно на низких комплектациях без LED-оптики от нагрева. Все-таки у нас оптика в комплектации флагшип и меньше. Все-таки оптика в комплектациях флагшип и ниже, она очень сильно отличается даже по габаритным диодным лентам. Сейчас в новых партиях вы можете наблюдать, что габаритные огни немного отдают холодным цветом в синеву. Здесь же у меня чисто белый натуральный цвет, очень благородно смотрящийся. И так что в целом, друзья, вот такая картина по моему автомобилю. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ссылочки на Yetari 700 Max моему помощнику всегда будут в описании. Также очень хороший толщиномер, который действительно очень четко может определить оцинковку и проблемы с кузовом, если вы покупаете или подбираете свой автомобиль, либо забираете его из ремонта. Ссылка на него также будет в описании. Друзья, всем удачи, здоровья и до скорых встреч. Пока, друзья.